Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тюченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим гормональные стимуляторы роста для свиней. Вообще, стимуляторов роста для свиней очень много. Стимуляторы – это общее название препаратов, используемых в свиноводстве для ускорения роста свиней и скорейшего набора массы, сверх того, что может быть обеспечено применением полноценного сбалансированного кормления. Вещества, положительно влияющие на прибавку продуктивности свиньи, можно условно разделить на три группы. Это вещества, улучшающие переваривание и расщепление корма, вещества, которые усиливают всасывание полезных веществ из пищи, и вещества, повышающие динамику обменных процессов, что приводит к интенсивному формированию мышц. Стимулирующими веществами могут быть и гормоны, и всевозможные кормовые антибиотики, и тканевые препараты, и даже витамины. Это тоже своего рода стимуляторы роста. Все вещества, которые ускоряют рост свиней при откорме, это все стимуляторы роста. И то, что я вам перечислил, то это далеко не все группы стимуляторов. Мы подробно остановимся на каждой из них в наших последующих видео и рассмотрим, насколько они эффективны в том или ином случае. А сейчас рассмотрим гормональные стимуляторы роста. Мы их рассмотрим первыми. Ведь если речь заходит о стимуляторах роста, то несмотря на все их многообразие, все имеют в виду именно их в большинстве случаев. И все это из-за того, что их применение дает очень ощутимый эффект. Очень высокие приросты живой массы, и это они наделали очень много шороха в свиноводстве, когда выходили на рынок. Казалось, что нет им альтернативы. Причем при их введении проявляется очень длительный эффект, и их не надо вводить очень часто. К гормональным препаратам относятся анаболики. Это андрогены, то есть мужские половые гормоны. Они способствуют развитию крепкой мышечной системы, в отличие от особей женского пола. Также к гормонам роста относятся и некоторые эстрогены, то есть женские половые гормоны. Анаболики – это любимые препараты очень многих профессиональных спортсменов и культуристов, которые нацелены на высокие результаты в спорте. Наиболее характерным свойством анаболических стероидов является их способность стимулировать синтез белка в организме, а также структурных элементов клеток организма. При применении анаболиков в тонком отделе кишечника пища лучше усваивается. Также анаболики усиливают кроветворение и процессы в костном мозге. Значительно увеличивается аппетит. В общем, все это ведет к увеличению массы тела. Да, чуть не забыл упомянуть, что применение анаболиков ведет к фиксации кальция в костях, то есть кости становятся более крепкими и утолщенными. Также анаболики задерживают в организме калий, серу и фосфор, которые необходимы для синтеза белка. То есть после применения анаболиков организм работает на полную катушку, и он готов для очень сильного рывка, что называется «все для фронта, все для победы», жертвуя всем. Все обменные процессы усиливаются до невероятных масштабов. Хочу обратить ваше внимание, что естественный анаболик – тестостерон по силе воздействия на порядок уступает синтетическим анаболикам. Синтетические анаболики намного сильнее, казалось бы, чудо, а не препараты. Но это с одной стороны, со светлой. А с другой стороны, применение анаболиков имеет очень много побочных эффектов. То, что применение анаболиков ведет к снижению половой функции у человека и ухудшает качество спермы, то я думаю, что многие люди, которые меня сейчас слушают, где-то наслышаны об этом. Это как бы и известно. Но кроме этого есть еще масса других побочных явлений. Вот основные из них. Синтетические производные тестостерона при попадании в организм воздействуют на гипоталамус и гипофиз, угнетая выделение ими гормонов, что ведет к гормональному дисбалансу. Также нарушается психика человека, появляются непредсказуемые колебания настроения, повышенная возбудимость, раздражительность, агрессивность. Анаболические стероиды вызывают нарушение углеводного и жирового обмена. Понятно, что все это увеличит частоту онкологических заболеваний. Еще долго можно перечислять негативные последствия анаболиков. Их реально очень много. Сюда можно отнести и некоторые заболевания сердца. Анаболики оказывают негативное влияние на регуляцию артериального давления. Я уже не говорю о том, что смертность среди людей, которые потребляют анаболические стероиды, почти в 5 раз выше, чем у людей, которые их не употребляют. Так вот, это я к тому, что все эти последствия установлены и у людей, которые потребляли в пищу мясо от животных, при откорме которых применялись гормональные стимуляторы роста.
Вся проблема в том, что после забоя все эти гормоны, которые были введены животному, не метаболизируются. Понятно, что какая-то их часть и трансформируется, но, как оказалось, далеко не вся. И того, что остается, оказывается, очень даже хватает, чтобы вот так вот отрицательно подействовать на организм человека. В связи с этим в очень многих странах применение гормонов роста при откорме свиней запрещено. В спортивной практике применяется огромное количество анаболических препаратов, счет идет на сотни. Это связано с тем, что ученые пытаются все время изобретать что-то новое, чтобы обмануть лаборатории, которые их определяют перед соревнованиями. Для откорма свиней применяется или применялось не так уже и много таких препаратов. Это в первую очередь такие препараты, как ретаболил, лауроболин. Это анаболические стероиды, которые действуют по типу тестостерона. Также в качестве стимуляторов роста применяют и некоторые эстрогены. Это синестрол и диэтилстилбестрол, или сокращенно ДЭС. Это производные женских половых гормонов. Применение этих препаратов обеспечивает высокие суточные привесы в процентном соотношении почти на 30% выше обычного в сравнении с обычным сбалансированным кормлением. Это очень много. Я не буду подробно останавливаться на схеме применения этих препаратов, так как применение этих препаратов все равно на всем постсоветском пространстве запрещено. И это правильно. Что касается мяса, которое получено с применением таких препаратов, то такое мясо мне не нравится. Последний раз я пробовал такое мясо где-то лет 15 назад. При варке это мясо пенится, есть какой-то непонятный запах и привкус. Не скажу, что так же воняет, как варка мяса от хряка. Нет, но какой-то противно медикаментозный запах и привкус присутствует. В общем, это далеко не ароматная свежатина. Короче, для общего развития я вам рассказал, что такое гормональные препараты роста для свиней. Но не для того, чтобы вы сейчас бросились рыскать по ветаптекам в поисках таких препаратов. Их там сейчас все равно нет. В принципе, при большом желании все можно найти. В крайнем случае что-то можно найти в медицинских аптеках. Но зачем же гробить себя и людей? Я не говорю, что не надо вообще использовать стимуляторы роста. Нет. Тем более, что разновидностей стимуляторов роста при откорме свиней очень много. Которые, с одной стороны, деликатно увеличивают приросты на основании того, что более полно раскрывают внутренние резервы организма. А с другой стороны, они полностью безвредны и не оказывают негативного воздействия на человека. По крайней мере, имеют такую репутацию на сейчас. Ведь когда начинали внедрять гормональные препараты роста в практику свиноводства, то тогда же тоже было очень много утверждений, что все это безвредно, а оказалось, что это далеко не так. Что поделаешь? Деньги закрывают глаза на многие вещи, даже очень очевидные. Все, что касается других стимуляторов роста для свиней, то это мы будем рассматривать в наших последующих видео. А пока на этом все. Здоровья вам и вашим поросятам. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!